Серебряный призер Олимпиады 2022 года Александра Трусова рассказала об участии в ледовых шоу «Снегурочка» и «Лебединое озеро». Шоу «Снегурочка» было достаточно сложным для меня. Оно длилось 1 час 20 минут, я каталась час и 10 минут. По задумке режиссера, я и летала, и танцевала на пуантах, и, конечно, очень много каталась на коньках. Были номера в паре с Дмитрием Михайловым и с Константином Гавриным. Научилась делать двойной выброс и разные поддержки. Нелегко было переодеваться за 1,5 минуты. Нужно было успеть снять коньки, поменять платье, надеть пуанты, расплести волосы и выбежать на сцену. В этом мне помогали 2 девочки из синхронного катания и Лидия Торопова, мама Софьи Титовой, благодаря им и успевала все сделать. Не обошлось и без забавных моментов на премьере. Во время праздника Ивана Купалы по сюжету Иван надевает Снегурочке на голову венок с розово-белыми цветками. Так вот, после того, как Снегурочка растаяла, Иван остался в руках с алым венком. Дело в том, что когда я исполняла танец вокруг костра, венок упал с моей головы и отлетел на другой конец льда. Марк Кондратюк долго его искал, но именно тот, белый с розовым, не нашел. Взял, что было, и пошел катать свой номер. Но мне кажется, замены никто не заметил. Зато в дальнейшем всегда отдавала венок прямо в руки Марку и только потом прыгала через костер, рассказала Трусова в колонке на Матч ТВ. Выступать в «Лебедином озере» для меня было легче, чем в «Снегурочке». Было меньше выходов, я не переодевалась и не летала, но попробовала еще одну танцевальную поддержку, а на последней репетиции тройной выброс. Конечно, упала, но мне очень хотелось попробовать. Откатала 5 шоу «Лебединое озеро». 4 и 5 января было по 2 шоу в день, и одно 6 января. «Черный лебедь» как образ давался проще, он мне очень подходит. «Снегурочка» — это другое. В роль Снегурочки я вжилась, хотя было сложно и непривычно. От этого, наверное, и очень интересно. Временами мне казалось, что это я и что вся сказка про меня. «Снегурочка» — это, пожалуй, больше детское новогоднее представление про добро и зло, про любовь и чудеса, про мечты, которые обязательно сбываются. И мне немного грустно, что оно закончилось, добавила фигуристка. Разговоры об Алене Косторной не утихают до сих пор. Преданные фанаты ждут возвращения эффектной фигуристки на лед, правда уже совсем в другом качестве. Из одиночницы спортсменка может переквалифицироваться в парницу. На это указывает то, как стремительно Алена учит новые элементы. Подумать только, в ее арсенале уже сложные тодисы, подкрутки и выбросы. Специалисты открыто поддерживают чемпионку Европы 2022 года в новом начинании. Вот только возникает вопрос, кто станет новым тренером Косторной. Нынешняя наставница Елена Буянова явно не подходит, а основными претендентами являются Этери Тутберидзе и Евгений Плющенко. Возвращение к одному из них будет неминуемо означать удар для другого. Одна из главных интриг 2023 года в фигурном катании – как сложится судьба Алены Косторной. В последнее время карьера спортсменки стремительно пошла вниз, чемпионке Европы тотально не везет. В олимпийском сезоне Алена не смогла показать себя из-за череды травм, а затем и вовсе была вынуждена взять паузу, чтобы сделать операцию и пройти реабилитацию после. Тем не менее, фигуристка не стала унывать и даже в этот непростой период продолжила держать связь со льдом, да так, что, кажется, грянет крутое событие. Все указывает на то, что переход Косторной в парное катание вполне реален, поскольку фигуристка активно разучивает новые элементы вместе с партнером Георгием Куницей. Началось все стандартно, чтобы разнообразить тренировки, Алена решила попробовать что-то ей несвойственное, в итоге у нее стало неплохо получаться, и вот она уже выполняет двойную подкрутку и тройной выброс. С таким набором можно выступать на внутренних стартах, и, похоже, спортсменка наконец начинает правильно осознавать свои перспективы. Если раньше Алена отгоняла от себя мысли о переходе в другую дисциплину, то теперь ее мнение кардинально изменилось. Да, я небольшого роста, маленький вес, из меня получилась бы неплохая парница, говорила фигуристка в интервью Спортэкспрессу. Интересно, что специалисты с симпатией относятся к идее о Косторной в парном катании. Так, Илья Авербух намекнул, что с удовольствием поработал бы с ней на проекте «Ледниковый период» в качестве участницы, а хореограф «Хрустального» Алексей Железняков выразил надежду, что Алена перезапустит спортивную карьеру именно как парница.
Когда впервые выступаешь в проекте в роли парницы, особо серьезных элементов не покажешь. Подкруты и выбросы – сложные элементы. На личном опыте скажу, Алена подходит под парное катание. Она как раз небольшого роста. Если Косторная будет стараться, то все получится. Сейчас молодежь наступает на пятки. В женском одиночном фигурном катании большая конкуренция. Конечно, Алена это понимает. Пусть попытается раскрыться в парном катании. В этом виде можно кататься долгое время. Главное, чтобы травмы не подкосили, сказал он Спорт24. Верит в фигуристку и ее партнер Георгий Куница. Могу сказать, что у нее уже получается. Алена большая молодец, быстро схватывает, ничего не боится, особенно не боится пробовать новое. Честно, мало девочек из одиночного катания такого уровня решились бы попробовать себя в паре, мне так кажется, это очень страшно. Если Алена и правда собралась дебютировать на соревнованиях, в новом амплуа, возникает закономерный вопрос: кто будет готовить фигуристку к прокатам? Нынешний тренер Косторной Елена Буянова занимается преимущественно девушками-одиночницами, поэтому помочь спортсменке ей будет проблематично. Бывшая наставница Куницы, великая Тамара Москвина, сейчас на подъеме, обе ее пары показывают шикарные результаты, но загвоздка заключается в том, что с Георгием сотрудничество у них не сложилось, в основном из-за антропометрических данных фигуриста. В теории Алена могла бы прийти к Тамаре Николаевне одна, но в этом нет смысла, начинать стоит с партнером, которому доверяешь, с тем, с кем делала первые шаги в этом направлении. Спорным вариантом является Этери Тутберидзе, которая своих пар еще не воспитала, но помогла выйти на пик Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову. С методами наставницы Хрустального Косторная знакома, как никто другой, да и Куница занимался у Этери Георгиевны, но конфликт его партнерши со специалистом может помешать нормальной работе. У Алены до сих пор сохранилась обида на этот тренерский штаб, и вполне вероятно, что в порыве она может постараться вставить им палки в колеса. В Академии Евгения Плющенко тоже начали воспитывать парников. Двукратный олимпийский чемпион, главный конкурент Тутберидзе, поэтому возвращение Косторной к нему будет ударом для Этери Георгиевны. Несмотря на странные обстоятельства ухода Алены из «Ангелов», ей удалось сохранить деловые отношения с Евгением. Именно на его шоу она встала в пару с Георгием и начала реализовывать номера с парными элементами. Так что внезапному сотрудничеству Косторной и Плющенко уже в другой дисциплине удивляться вряд ли придется. Мне кажется, это неплохая идея, но тут все зависит от самой Алены, нравится ли ей это. Она сегодня сама захотела сделать один номер парный и один сольный. Мне кажется, Алене нравится у нас выступать. Насколько понимаю, мы первые, у кого она показывает номера. Думаю, будут еще более интересные и захватывающие элементы. Пока только начало. Говорила после одного из шоу Яна Рудковская, словно анонсируя громкую премьеру Косторной в парном катании, и кто знает, быть может, это вовсе неспроста. Всероссийский центр изучения общественного мнения представил результаты опроса, согласно которому россияне считают фигуристку Камилу Валиеву спортсменом года. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: кого бы вы могли назвать спортсменом года в России? Им предлагалось выбрать до 3 имен. Валиеву назвали 7% опрошенных. Второе место занял лыжник Александр Большунов, 5%. Третье – хоккеист Александр Овечкин, 4%. Еще 2% респондентов назвали фигуристок Анну Щербакову и Александру Трусову. Бойцы ММА Федор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов, фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева набрали по 1%. Менее 1% участников опроса назвали теннисиста Даниила Медведева, футболиста Артема Дзюбу, гимнасток Дину и Арину Авериных. Также отмечается, что 69% затруднялись с ответом, а 4% на вопрос о спортсмене года заявили, что таких нет. Чемпионка мира среди юниоров 2020 года Аполлинария Панфилова, выступавшая в паре с Дмитрием Рыловым, рассказала, какие фигуристы впечатлили ее на Олимпиаде в Пекине. Мы смотрели Олимпиаду. Если говорить про парное катание, больше всего запомнились и Евгения Тарасова, Владимир Морозов и Суйвань Цзин Ханьцун. Если говорить про одиночниц, мне лично запомнилась больше всех Саша Трусова. Это не только 5 четверных прыжков, у нее была очень хорошая программа. Но и 5 четверных – это такой перформанс, не знаю, когда такое повторится.
Камила Валиева очень талантливая девочка, такие рождаются очень редко, но то, что случилось на Олимпиаде, не хотелось бы комментировать, сказала Панфилова.